Оп-оп-оп-оп-оп. А что это такое? Бездельник снова что-то сделал? Что для вас лень? Черта характера, оправдание или проблема? Лично для меня это как раз таки третье, хотя довольно большой промежуток времени я считал, что это черта характера. Под таким углом это похоже на камень, ножницы, бумага, ладно. Раньше я считал, что лень как таковая не опасна, и по сути полениться и не сделать условную уборку или не помыть посуду это не критично. Но так как лень идет с самого детства, в моем относительно взрослом, по мнению общества, возрасте, уборка заменилась на отсутствие достаточно подъемной силы, чтобы пойти на учебу, да что уж там, пойти в магазин, дабы не сдохнуть с голоду. А вы до сих пор думаете, что быть Геншин фагом это позорно? Вот что такое позорно. Когда ты должен встать с кровати на выпускной, чтобы элементарно забрать документы, но вместо этого ты просто выключаешь 10 будильников, которые единолично поставил. И в итоге вместо того, чтобы поставить подпись и жить припеваючи, теперь ты должен пойти к директору Шараги, дабы написать объяснительную, по какой именно причине ты просто пропустил сие мероприятие. А ведь можно было просто позвонить и сказать, что болит живот. Как вы уже могли понять, для меня лень является не то что серьезной проблемой, а в каком-то смысле болезнью. Ведь с каждым днем я как будто ленюсь все больше, и появляется такое чувство, будто еще чуть-чуть и смысла делать что-либо просто не будет. Ведь время, когда это нужно было делать, ушло в никуда. Тыры-пыры в... Интересно, является ли жопа матом? Nope. Тыры-пыры в жопе дыры. Собственно говоря, о чем данный видеоролик? Как вы уже могли заметить, посыл данного видео схож с одним из тех, что я делал ранее. Если вы не смотрели его, а это скорее всего так, советую посмотреть. В нем я рассказывал о своих проблемах мотивации и заинтересованности в чем-либо или к чему-либо, но в дальнейшем так и не предпринял каких-либо действий, дабы исправить свое положение. И тут я плавно подхожу к сути видео, ведь именно это видео будет отправной точкой в моем перебарывании самого себя, чтобы в конечном итоге стать тем, кем я хочу быть. Ведь, как говорил Льюис Кэрролл, если вы можете четко описать проблему, значит вы решили ее наполовину. В общем-то, следуя этому высказыванию, я решил, что смог описать проблему. А так как это только половина, остается еще вторая, нерешенная. Данный ролик, как я уже сказал ранее, будет являться отправной точкой в решении этой половины. Перед началом основной части видео у меня огромная просьба к вам поддержать меня подпиской и лайком. И возможно для вас это не будет ничего значить, но для меня это значит многое. Также, если вам интересно, чем я занимаюсь, когда не говорю о своих проблемах, вы можете подписаться на мой Twitch. На нем контент выходит почти каждый день. Для того, чтобы понять, с чего начать исправляться и вообще построить какой-либо план действий, я стал следить за каждым своим действием. И вот что я заметил, приблизительно 80-90% своего времени я сижу за компом и не делаю ничего, а остальные 20-10% просто сижу и прокрастинирую, откладывая все действительно важные задачи на потом, со словами «сделаю». И так проходят дни, недели, месяцы, после чего просто забиваю на задачу. Такое происходит не только с задачами большой важности. Бывает, что я не могу элементарно заставить себя пройти игру, которая мне нравится, потому что просто не хочу ничего делать. И что я решил? Сначала мне показалось, что систематизировать какую-то часть своих действий отличная идея, после чего я начал ставить будильники на 7 утра, делать зарядку и пытаться принимать прохладный душ. Но я не учел, что такое резкое изменение активности в моих действиях может привести к быстрой потере энергии на эту самую активность. Впоследствии у меня не было сил элементарно отжаться 20 раз с утра. Ладно, если нельзя резко менять образ жизни, значит нужно идти от обратного, решил я и принял ислам. Решение начать вырабатывать определенный план действий, за основу которого был взят принцип 2 минут. Его суть заключается в том, что каждый раз, когда мне нужно сделать что-либо, будь то даже просто допройти игру, которую я всегда откладывал на потом, я даю себе на прохождение условной миссии или момента в игре 2 минуты. И пока я за эти 2 минуты пытаюсь пройти миссию, мой мозг, как и любое физическое тело, выходит из состояния покоя, за счет чего то, что казалось неинтересным или трудным, превращается в еще одну решаемую преграду на пути. Вам может показаться, что я привожу странные примеры с играми, а не проблемы из реальной жизни. И вы правы, игры созданы, чтобы отвлечь нас от повседневной рутины, а не натренировать нас жить в ней. Безусловно, это так, если воспринимать игры через призму развлечения. Но попробуйте воспринимать их как требующие решения задачи. За счет этого лично я прошел Far Cry 1. Я очень долго не мог заставить себя начать проходить эту игру.
Из-за того, что в глубоком детстве я не смог пройти первый уровень. Да, я был не особо смышленым. Это оставило своеобразный отпечаток, воспоминания, из-за чего игра в моей голове выглядела кривой и неинтересной. Конечно, лет через 5 я пытался повторить попытку прохождения данной игры, но и она не увенчалась успехом, когда я понял, что игра полностью на английском. На тот момент я знал его не то чтобы плохо, а скорее вообще не знал, а скачивать русификатор мне было попросту лень. Сейчас задумался, и по сути, скачая обычный exe-установщик с русификатором, я бы уже давно ее прошел. И вот, спустя еще лет 5-6, я снова совершил попытку пройти данную игру, с уже неплохим знанием английского и отсутствием желания составлять свое мнение по детскому воспоминанию. И знаете, пускай первая миссия проходила с такой же натяжкой в желании ее пройти, вся остальная игра прошлась с огромным увлечением в процессе. Пускай игра действительно кривая, и враги делали лютые прострелы на мираже, я почувствовал какой-то азарт пройти игру со всеми этими багами и дисбалансом. Да, я прекрасно знаю о существовании патчей и русификаторов, но хотел пройти именно оригинал, без какой-либо шлифовки. Конечно, это не обзор на игру, и веду я к тому, что я поймал это чувство заинтересованности, к задаче, которую раньше избегал или не был заинтересован. Самое важное было в этом всем именно запомнить это чувство, чтобы в дальнейшем находить его с выполнением других задач. К примеру, если переводить на реальную жизнь урок, который я извлек, теперь при мытье посуды, которую я никогда не делал ранее и в общем избегал, я стал давать себе на каждую чашку или тарелку по 2 минуты, из-за чего такое рутинное и унылое дело, как мытье посуды, превращается в челлендж, как можно быстрее помыть посуду. Пускай это может звучит смешно или нелепо, но это работает. Если у вас есть похожие истории из жизни или свои способы, как вы боретесь с подобными психологическими манипуляциями мозга, я был бы очень рад, если бы вы написали об этом в комментарии. И, естественно, я прочитаю каждый комментарий. Итог данного видео. Это, наверное, самая важная часть. Естественно, я не научился справляться со всеми задачами в своей жизни, исходя из прохождения кривенького шутера. Я лишь дал своему мозгу понять, что он способен решать простые задачи, и теперь мне остается лишь наращивать это чувство, вовлеченности в процесс, и постепенно увеличивать трудность поставленных передо мной задач. Конечно, я собираюсь выпускать ролики на данную тематику и продолжать фиксировать свой личностный рост, в надежде, что это поможет мне и, возможно, человеку, который будет смотреть мои видео. И чтобы вы не думали, что у меня получилось все и сразу, и я почувствовал это чувство заинтересованности почти мгновенно, вот что я хочу вам сказать. На создание этого ролика я потратил почти 3 месяца. И не потому, что я готовил что-то крышесносное или был занят какими-то важными делами в своей личной жизни. Нет, я просто ничего не делал. Да, я мог от разу до разу поредактировать что-то в фотошопе или поделать 3D модельки в блендере, но на самом деле я не делал ничего. Даже за пару дней до выпуска этого видео я все затягивал и затягивал написание текста к нему, играя во все, что только существует, и делая все, что только можно, не занимаясь основной задачей. И только за пару часов до запланированного выхода ролика я его домонтировал. Так что никто не успешен и никто не идеален. Спасибо за просмотр, подпишитесь, поставьте лайк, и я надеюсь, мы будем расти вместе. ББ.